только что у нас завершилась выставка, которая чрезвычайно значима для нас. Это выставка скульптуры Генри Мура, наверное, самого известного современного скульптора XX века. И я должна сказать, что мы приняли очень большое количество посетителей, 44 тысячи человек. И если мы будем сравнивать с количеством посетителей, которые обычно приходят на выставки современного искусства, актуального искусства, которые проходят в московских музеях и галереях, то цифра действительно очень большая, поскольку обычно такие выставки посещает не больше 10 тысяч человек за период экспонирования. И я должна сказать, что для нас эта выставка еще и значима, потому что это первая выставка современного художника, современного скульптора в Кремле, и я надеюсь, что мы такого рода проекты будем продолжать. Ну вот сейчас небольшой перерыв в нашей выставочной деятельности, поскольку мы увозим скульптуру Генри Мура и привозим произведения, которые относятся к совершенно другому периоду, к совершенно другой культуре. Мы будем 14 июня открывать выставку, посвященную иконостасу Кирилла Белозерского монастыря. Это один из самых старейших иконостасов, который находится на территории нашей страны. Иконостас был создан в 1497 году, и иконостасов этого периода есть еще два. Это иконостас Благовещенского собора Московского Кремля и иконостас Ферапонтова монастыря. Нам всегда очень хотелось привести этот иконостас сюда, в Кремль, и показать его здесь, потому что произведений древнерусской живописи XV века сохранилось мало. Иконостас был разобран после революции, и часть его икон осталась в Кириллове, часть икон была отдана в Третьяковскую галерею, в Русский музей и в музей Андрея Рублева. Тем не менее, это то произведение, которое необходимо смотреть так, как оно создавалось. Эти иконы составляют определенный комплекс. Этот комплекс имеет не только художественное значение, но и очень серьезное символическое значение, поэтому его необходимо смотреть, имея в виду все иконы, которые были созданы для этого иконостаса в конце XV века. Я надеюсь, что эта выставка будет популярна, и наши зрители получат возможность поразмышлять над тем, что есть русское искусство XV века, какие византийские традиции были восприняты, что нового было привнесено в эти произведения московскими и новгородскими мастерами. И я надеюсь, что эта выставка доставит огромное удовольствие всем тем, кто интересуется русским искусством, и я надеюсь, что у нас будет много посетителей. Затем через месяц, в июле, меньше чем через месяц, 5 июля, у нас открывается выставка, очень интересная для всех тех, кто интересуется средневековой историей. Это выставка, посвященная Мальтийскому ордену, истории Мальтийского ордена, государству, а также регалиям Мальтийского ордена. Вы знаете, что один из наших императоров, Павел I, был главой Мальтийского ордена, и в России хранится часть регалий Мальтийского ордена. Мальтийская символика была одно время частью государственной русской символики, символики Российской империи. Кроме всех этих значимых регалий, кроме орденов, кроме истории Мальтийского ордена, здесь будут представлены два совершенно замечательных произведения живописи. Это портрет кавалера Мальтийского ордена работы Караваджо, который мы привезем из Палаццо Питти, и изображение, сделанное Матео Претти Иоанна Крестителя в одеянии, в регалиях Мальтийского ордена.
изображение Иоанна Крестителя. Я думаю, что выставка также будет очень значимым событием, поскольку это приурочено к визиту, первому в истории страны с советских времен, визиту главы Мальтийского ордена в нашу страну. Выставка будет проходить очень торжественно, с участием мальтийских рыцарей, которые приедут к нам. Это событие намечено, еще раз повторю, на 5 июля, и я всех вас приглашаю к участию в нашей пресс-конференции, а также в тех торжественных мероприятиях, которые будут приурочены к открытию этого замечательного проекта. Осень этого года очень богата на выставочные проекты, которые мы будем проводить и на территории Кремля, и за рубежом. Вы знаете, что этот год, год празднования 200-летнего юбилея победы над Наполеоном в войне 1812 года, основные события происходили в Кремле, и к этому юбилею мы откроем в Оружейной палате небольшую выставку, которая будет рассказывать о том, что происходило в Кремле, каким образом Кремлевское собрание, которое в то время уже было музейным собранием, эвакуировалось из Кремля в Нижний Новгород, какие у нас хранятся артефакты, связанные с, несомненно, очень значительным участием императора Александра I в победе над Наполеоном в этой войне, а также в том, каким образом было решено увековечить память об этой победе на территории Кремля. А именно были собраны все трофейные орудия и все русские пушки, которые были оставлены на полях сражений и которые до сих пор хранятся у нас в Кремле как символ вот этой великой победы. Эта выставка будет открыта 4 октября. Позже, в конце октября, мы откроем выставку, которая для нас очень важна и интересна. Выставку, которую мы готовили на протяжении долгого времени и которая будет называться «Золотой век британского искусства», «Золотой век английского двора». И выставка посвящена английской придворной культуре времен Генриха VIII, Елизаветы I, короля Якова и затем Карла I, то есть поздних Тюдоров и ранних Стюартов. И выставка не только будет рассказывать о британском искусстве периода эпохи Возрождения, но и о британских символах власти, о британской культуре, о взаимоотношениях между Россией и Британией в этот период. И я должна сказать, что мы очень благодарны нашим коллегам из музея Виктории Альберта, из морского музея в Гринвиче, всем частным коллекционерам, которые дают нам произведения на эту выставку. Выставка должна быть действительно блистательной и роскошной, поскольку мы привезем сюда все главные драгоценности, которые сохранились от этого периода. Я должна сказать, что все, что вы видите на портретах английских, все мужские и женские изображения, усыпанные с ног до головы драгоценностями, каждый из которых имеет очень серьезное символическое значение. Это, к сожалению, то, что до нас не дошло. В Британии хранится всего 5 исторических драгоценностей конца XVI-XVII века, и вот 3 из них мы привезем в Москву. Вы их сможете увидеть. Мы привезем замечательные портреты, мы привезем портретные миниатюры, мы привезем костюмы, доспехи, и я должна с удовольствием сегодня сказать о том, что первый раз мы получаем доспех Генриха
8-го, который нам дает королева Елизавета II из своего личного собрания. В первый раз из королевского собрания произведение такое значимое будет привезено сюда, в Москву. И я думаю, что мы приурочим целый ряд лекций, научных конференций, занятий, которые будут связаны с этой выставкой. У нас будут и поэтические вечера, связанные с поэзией английского двора этого времени. И на выставке будет представлена не только такая художественная часть, но и литературная часть. В частности, мы привезем первое издание Шекспира, знаменитую книгу, которая известна как «Большое фолио», и вы ее также сможете увидеть на нашей выставке. Мы принимаем участие в выставке, которая откроется в Германии в этом году и затем в Москве, по-моему, так, да, сначала в Германии, которая называется «Россия и немцы. 1000 лет вместе». Правда, музей Кремля здесь принимает не очень большое участие. Мы даем произведения, которые связаны с Бранденбургским правящим домом на эту выставку, и в основном ее делает исторический музей, совместно с музеями Берлина в первую очередь. И мы откроем в Дрездене выставку, которая будет рассказывать о России как средокрестии культурных, экономических и политических взаимоотношений между Западной Европой и восточными государствами. Кремль – это совершенно уникальное место. Те удивительные предметы древнерусского искусства, которые хранятся в Кремле, абсолютно уникальны, ничего подобного вы не увидите ни в одном другом месте. Познакомиться с историей русского государства, понимая, что все эти важные события, которые происходили, о которых читали в учебниках, что они происходили вот здесь, на этом небольшом пятачке. И война с Наполеоном, которая... главные события, которые происходили здесь, и освобождение страны от польско-литовских захватчиков происходило здесь. Ну и что мне говорить вам? Понятно, что важнейшие события русской истории происходили здесь. Поэтому мне кажется, что сейчас настал такой момент, когда необходимо будет нашему правительству, которое сейчас формируется, уделить очень серьезное внимание тому, в каком состоянии у нас находятся музеи, театры, библиотеки, архивы, потому что те удивительные произведения, которые находятся в наших собраниях, должны не просто Конституцией декларироваться как произведения, которые должны быть доступны для граждан нашей страны и для всех гостей, которые приезжают к нас, но настало, наверное, время просто физически осуществить это декларируемое право.